Здравствуйте! В этом видео я вам покажу необычную пересадку орхидей. Это у меня орхидеи именно с дачи. Они у меня все лето стояли там. Посмотрите, что с ними случилось. Один даже стоял в транспортировочном горшке, где была кора. Некоторые листики очень пожелтели. Конечно, это было от перепад температур и, естественно, несвоевременный полив. Все сказалось на орхидеи, и вот они у меня теперь так болеют. Придется их, конечно, восстанавливать. Сколько уйдет времени, да и денег на восстановление, я пока не знаю. Но сейчас в связи с тем, мне что их ставить просто некуда, все заполнено, все стеллажи у меня все в цветах, все в помидорах, в семенах, то есть огромное количество, все занято. Подоконники тоже заняты, и я решила их пересадить в одну емкость. Буду пересаживать в простые корзины. Это делаю именно для своего удобства. Если вы так не хотите пересаживать, конечно, не пересаживайте, выращивайте в отдельных вот таких вот специальных горшочках. Корзин я тоже дома не нашла. Это у меня пересадка очень быстрая, скорая, потому что требует времени очень много именно садовый сейчас канал. Вот такие вот корзиночки, что было, в общем, то и берем. Первым делом освобождаем от грунта и как раз просматриваем, что с ними происходит. Есть и корневая гниль, эти как раз плохие корешочки все обрезаем, и я буду обрабатывать. Средств у меня в данный момент дома тоже мало, потому что все находится на даче. Буду обрабатывать тем, что есть. Обрезаем обязательно все эти цветоносы, которые нам не нужны. Грунта у меня тоже нового нет. Я разделяю мох, и у меня здесь камни, пеностекло. Все это тоже разделю. Уберу как раз, вот смотрите, гнилые. Если прям сильно будет гниль, то, не знаю, скорее всего, пересаживать просто не буду. Выкину орхидею, спасать просто нету времени, нету внимания для данных цветков. Если, например, цветок заболел, то, конечно, можно его спасти, но если он полностью гнилой, прям полностью корневая гнилая и как раз сам стержень гнилой у орхидеи, то спасать, считаю, бесполезно. И вот еще один, давайте посмотрим. Здесь корневая более хорошая. Есть даже множество новых зеленых корешочков, но гнилые тоже присутствуют. Все это я убираю. Очень много листьев, которые пожелтели, но есть и более здоровые. Вот я пытаюсь отделить и мох. Чуть позже буду его полностью промывать. Листья желтые я тоже практически все убираю. Если корневая прекрасная, то далее он приживется очень хорошо. В принципе, орхидея, она сама по себе неприхотливая, но если совсем уж не уделять внимания, как я, это было на даче как раз август, то вот так получится такой результат. Но вот здесь корневая, в принципе, хорошая, даже есть новый листочек в росте. Вот еще орхидея, у нее пожелтел лист, один и второй, здесь больше моха, но корневая здесь очень плохая. Отрезаю прям в половину все, гнилое и такое более уже засохшее. Ну а сильной корневой гнили, если нет, то можно будет обработать простыми средствами. Убираю все эти листья, они не позеленеют, это я точно знаю. То есть желтенькие листики, они сами по себе зелеными уже никогда не станут. То есть хлорофилл в них не восстановится. Новые листья, да, будут расти зеленые, если получится все восстановить и пролечить. Но старые листья, они так и будут забирать всю силу, поэтому я их тоже убираю. Вот еще одна орхидея, но даже до сих пор цветет. Кстати, цветет уже месяца 3 или 4 цветет. Но, скорее всего, цветонос здесь далее упадет. И вот еще одна орхидея. Это желтенькая. Цветет очень красиво. Здесь верхние листья даже пожелтели. Если кому интересно, я буду снимать дальше видео, что с ними происходит. Но пока вот такое видео, что в данный момент именно с орхидеями. Это на 12 у нас августа. Привезла их, конечно, очень расстроена. Нас долго не было на даче, были проблемы, и поэтому пришлось немного бросить цветы. Большую часть цветов я, естественно, увезла домой. Это мох.
Я его постаралась перебрать немножко от камушков, от различных древесного угля и прочего. И теперь пытаюсь его промыть. Промываем его несколько раз для того, чтобы вся вот эта черная слизь, либо там какая-то грязь, все ушло. Далее я немножко его просушу. И буду использовать его, потому что моха у меня нет просто времени, да и денег уже нету, чтобы покупать и ждать мох заново, пересаживать орхидеи. Если все это делать долго, они, конечно, у меня пропадут. Я выложила все орхидеи в один контейнер, там литр воды, и сейчас буду разбавлять еще фитоспорин. Фитоспорин у меня универсальный, других дорогущих типа Максим и подобных средств у меня дома просто нет. Нужно уже заказывать все еще раз, потому что использовала в этом году очень много различных средств от гнили и прочего именно для сада. Поэтому просто берем фитоспорин. Он, кстати, хорошо помогает и от корневых гнилей, и от бактериальных заболеваний растений. Сейчас как раз там присутствует гниль, поэтому будем лечить. Применяется фитоспорин очень легко, разводится быстро в бутылке и растворяется тоже моментально. Фитоспорин есть разный, есть пасты, есть жидкий. Самый лучший это, конечно, жидкий, применяется очень удобно. И выливаю я весь фитоспорин на корни, и таким образом у меня будет стоять около часа, это минимум. Далее я буду делать пересадку. Итак, вот наступила у меня пересадка. Берем ту самую корзину. Корзина полностью в отверстиях, другой у меня тоже нет. Выкладываем на донышко пеностекло. Это как бы легкий дренаж, там вся влага будет впитываться. Это все старое, я все это промыла как могла. Есть у меня здесь вот как раз пеностекло смешанное немного с мохом, и есть дренажные камни, керамзит. Все это выкладываем на донышко. Буду использовать две корзины. У меня 8 орхидей в данный момент. Одна прям очень хилая. И как раз по 4 штуки буду выкладывать. Это у меня циолит. Циолит у меня тоже самый дешевый. Есть циолит подороже, но я применяю их в основном для цветущих растений, для антуриума, для герани. Для орхидей применяю самый простой. Далее добавляю древесный уголь, потому что это отличный антисептик. Все тщательно перемешиваю. Вот такой вот внизу обалденный дренаж у меня получился. Далее буду высаживать орхидеи. И буду заполнять между корнями как раз промытым мохом. И вот еще одна корзина. Делаю все то же самое. Очень такая простая пересадка, легкая. И, кстати, если кому интересно, напишите, снимать ли мне далее, выжили ли мои орхидеи после такой грубой пересадки. Да, грубая, по-другому я ее не назову. Все очень быстро, в торопях. Но спасется ли орхидея, это будет понятно чуть позже. Нужно подождать хотя бы 1-2 недельку. Если те листики, которые в данный момент зеленые, и есть новые росточки, есть новые корни, не пожелтеют, не почернеют, ничто с ними не случится, тогда орхидея активно пошла в рост. Я наполнила мохом, далее дополняю еще камнями циолитом и плюс дополняю еще древесный уголь и камни пеностекло. Это все тоже для рыхлости. И опять следующий слой тоже моха. Мох у меня старый, но в связи с тем, что он стоит сейчас уже недешево, поэтому именно для этого я его и оставила и промываю. И вот таким вот образом высаживаю 4 орхидеи в одну корзинку. Пересадка быстрая, простая. Если в реальном времени, то это у меня заняло около 30 минут полностью на абсолютно все, кроме промывки. Вот, например, если промывать орхидею специальными средствами, то оставляйте минимум на час-полтора. Есть еще Максим. Тоже очень хорошее средство от гнили. Я как-то спасла одну орхидею с помощью этого средства. Это мне подсказала подруга. Она выращивает орхидеи и поделилась таким важным секретом. Очень благодарна ей за это. И как раз орхидея у меня спаслась. Но в данный момент у меня его нет, поэтому применяю то, что есть.
Возле корневой выкладываю побольше моха, чтобы влага была для корневой системы. Если вы заметили, то у меня здесь нет совершенно коры. Кору дома я перестала использовать, потому что она у меня плесневеет буквально через пару месяцев. Возможно, из-за качества коры, возможно, из-за высокой влажности дома. Но если у вас она не плесневеет, то кора для орхидей в принципе необходима и важна. Можно использовать кору, мох и как раз камни дренажные, тогда будет прекрасно расти. Но у меня перестал антуриум расти очень хорошо при коре, она заплесневает, прям такой запах очень нехороший, и, естественно, антуриум начинает гнить, даже если налаженный полив. Поэтому я от коры отказалась. Поливать удобрениями я не буду после пересадки, потому что у меня их просто нет. Я заказала на Wildberries простые удобрения для орхидей, для цветущих. И как раз когда придет, тогда обязательно сниму, как буду поливать и чем буду удобрять. Но сейчас я просто делаю вот такую вот ванночку. Хорошенько проливаем все, там все сливается снизу, и потом я поставлю их под фитолампы. Это делаю для того, чтобы там сохранилась влага и пошло именно налаживание корневой системы. Вот так вот выглядят орхидеи через несколько дней после пересадки. Стоят они у меня под фитолампами, 3 штуки по 35 Вт. Пока все в порядке, цветоносы тоже в порядке. Пока результат удовлетворительный, поэтому будем ждать именно удобрений. Там видны немножко желтые листики, это все те, которые я еще не отрезала. Обо всем потом буду снимать, если кому интересно. А на сегодня это все. Пишите ваши комментарии по поводу подкормок. Всем спасибо и до свидания.